Друзья, привет! Вы на канале Power Device. Здесь мы прокачиваем наши Android-телефоны, и данный ролик будет посвящен именно этому. Он подойдет для всех современных Android-телефонов. Я уже не раз говорил вот о таком приложении, которое называется Android System WebView Dev. Оно помогает улучшить быстродействие вашего телефона. Все это действительно работает, это не выдумки. Алгоритмы этой программы отвечают за отображение веб-контента, который показывается во всех приложениях на вашем телефоне, а также в браузерах. То есть, другими словами, можно сказать, это некий драйвер, который помогает вашему смартфону. Если говорить вкратце, то в предыдущих роликах я показывал, что нужно зайти в Play Market, в поиске написать WebView, и нам выдаст вот такие приложения: Android System WebView Dev и Android System WebView Canary. Раньше когда-то я тестировал именно вот это приложение Canary, а потом перешел на Dev. Эти версии очень похожи между собой, но Canary обновляется каждый день, и она бывает нестабильна. А версия Dev – это улучшенная версия стандартного приложения. И если вы не знали, на наших телефонах и так используется это приложение, которое просто называется Android System WebView, без приставок Dev и Canary. В общем, в него нужно зайти, установить на свой Android телефон, потом мы его открываем, нажимаем здесь три точки, заменить WebView Provider. Это приложение стоит на всех Android-телефонах по умолчанию. Мы меняем его на версию Dev, как у меня. На данном этапе стоит отметить, что у некоторых пользователей в этом меню не предоставится возможным выбрать версию Dev, либо Canary. Такое бывает, если на вашем телефоне установлено второе пространство. Попробуйте зайти в приложение «Клонирование приложений», зайдите в настройки и удалите аккаунты клонированных приложений, либо вообще придется удалить второе пространство. Также стоит отметить, что в это меню можно попасть еще следующим образом. В основных настройках зайдите в расширенные настройки. Для разработчиков, я думаю, меню для разработчиков умеют все включать. Здесь спускаемся буквально чуть-чуть ниже, находим сервис WebView, и мы попадем в то же меню. Итак, друзья, я сейчас вкратце показал, как вообще установить сервис WebView и заменить его на другую версию. Тогда многие приложения и браузеры на вашем телефоне будут работать быстрее. Также ускорится отображение веб-контента. Но данное видео маленько не об этом. В самом приложении WebView Dev есть скрытые функции. Там их очень много. Некоторые из них можно активировать, а некоторые отключить. Для еще более лучшей работы этого приложения. Во всем этом я разобрался, сейчас поделюсь данной информацией. Если что, друзья, у меня телефон Xiaomi, и когда я установил версию Dev, я зашел в безопасность, открыл здесь дополнительное меню, скрыть приложение и поставил галочку на версии Dev, чтобы оно не мешалось мне на рабочем столе. При этом оно продолжает работать, все хорошо. Поэтому на своем телефоне я могу зайти в него через Play Market, либо через поиск приложений. Нажимаю «Открыть». Смотрите, друзья, когда мы активировали версию Dev на своем смартфоне, здесь внизу есть такая опция, называется Flags. Так вот, некоторые функции здесь я уже использовал давно, но посмотрите, как их много. Мне пришлось перелопатить все эти функции. Я смотрел к ним описание, изучал информацию и так далее. Все это специально, чтобы этим с вами поделиться. Поэтому, пожалуйста, не забудьте поставить лайк за проделанную работу, подписаться на канал и напишите в комментариях, понравилось ли вам данное видео. Также не забудьте подписаться на наш телеграм-канал, ссылка будет в описании, чтобы не пропускать интересные ролики типа этого. В общем, друзья, здесь очень много глубоких и сложных настроек. Некоторые из них не стоит трогать. Например, смотрите, вот здесь есть такое предупреждение. Сейчас я переведу эту страницу. Это экспериментальные функции. Включая эти функции, вы можете потерять данные приложения или поставить под угрозу свою безопасность или конфиденциальность. Включение функций применяется к WebView во всех приложениях на устройстве. В основном здесь говорится о флагах, которые относятся к конфиденциальности. Но мы такие флаги с вами трогать не будем. Взгляните, вот здесь синими точками у меня помечены все настройки, которые стоит активировать, либо отключить. Остальные трогать не стоит. Если что, как я уже сказал, все это я изучал и тестировал на своих телефонах. Сейчас покажу некоторые из этих функций, что они дают. Снова делаю перевод страницы. Кстати, если вы новичок и не знаете, как на своем Android-телефоне вызывать вот такую функцию Circle to Search, это фирменная функция от Google Pixel. Такой ролик я снимал на своем канале. Посмотрев его, вы сможете активировать данную функцию у себя. Ссылка на это видео будет в описании.
Итак, смотрите, первая функция. Она переопределяет встроенный список программного рендеринга и включает ускорение графического процессора на неподдерживаемых конфигурациях устройств. То есть, активировав данную функцию, в некоторых ситуациях ваш графический процессор будет подключаться к вашему основному и ускорять его. Также, например, мы активируем такие функции, как HDR, что в некоторых сценариях включит поддержку HDR на вашем телефоне. Также, например, здесь есть такая функция увеличить размер куки кэша. Ее, наоборот, нужно отключить, чтобы не копился лишний кэш. Как известно, куки файлы собирают о вас информацию на различных сайтах. Нам это не нужно. Или это. Передавать показатели фрейма в Google, если включена отчетность по показателям. По умолчанию также эта функция активна. Мы ее отключаем. Также важная функция оптимизация входного потока. Обеспечивает оптимизацию обработки входного потока. Это связано с трафиком входящего интернета. Либо вот это тоже интересное. Используйте модель памяти Vulkan. Если что, Vulkan это отдельный драйвер с высокой производительностью. Например, телефоны Samsung в основном используют его. Также вот эта интересная функция включает режим экономии памяти V8 при низких пороговых значениях памяти. Без перевода она называется так: Memory Saver Mode Render Tuning. Эта функция связана с браузером Google Chrome. Если вы им пользуетесь прямо сейчас, зайдите в него, нажмите здесь 3 точки, настройки, настройки сайтов, продвигаемся в самый низ, оптимизатор V8. Это движок, повышающий производительность сайтов. Советую активировать эту галочку. Итак, вернемся в приложение WebView, вкладка «Флаги» и настроим его правильно. Смотрите, вот здесь есть поиск. Вам нужно по очереди найти вот эти команды. Их здесь немного. Как это делается? Вводим вот эту команду в поиске. Либо хотя бы нужно ввести одно слово из этой команды. Например, я ввожу слово ignore. Вот оно желтым выделяется это слово и находится данная команда. После того, как вы нашли эту команду, включаем enabled, то есть активировано. Следующая команда WebView Accelerate Small Canvas. У нее также нужно поставить значение enabled. В общем, друзья, лучше давайте сделаем так, я скопирую все эти команды, а также что в них нужно активировать, и скину все эти параметры в свой Telegram. Ссылка будет в описании под этим роликом. Внимание, очень важное действие. Когда вы все это настроите так же, как у меня, вам нужно обязательно перезагрузить ваш телефон. Иначе эти настройки не будут работать. И если что, вдруг вы сами захотите поискать здесь какие-то еще настройки и активировать их, то потом вы можете все это сбросить нажатием Reset Flags, после чего также понадобится перезагрузка. И пишите в комментариях, если вы знаете еще какие-то команды, которые там можно включить. Только, пожалуйста, с аргументами, что это дает и почему. Друзья, не забудьте поставить лайк этому видео, подписывайтесь на мои каналы. Желаю вам только качественных девайсов и правильных настроек. До встречи в следующих роликах. Пока-пока.